Под крылом лежал погубленный войной Ирак. Всюду виднелись последствия недавних бомбардировок натовской авиации. Поверхность пустыни усеивала бесчисленное количество воронок. На разбитых дорогах догорали обломки машин и танков. Некогда цветущие оазисы городков теперь превратились в пыльные руины. Горизонт застилала страшная мгла от горящих нефтяных скважин. Привет, друзья! С вами Искусство войны. Зимой 1991 года тактическая ударная авиация в очередной раз доказала свои высокие боевые возможности. Используя высокоточные боеприпасы, истребители-бомбардировщики за 30 дней непрерывных бомбежек полностью парализовали страну. Многоцелевые машины F-16, F-15E, F-111 и FA-18 нанесли в разы больше ущерба, чем толстобрюхие Б-52 и скандально знаменитые стелсы. Среди зарубежных многоцелевых ударных машин все большее значение приобретают F-15E Strike Eagle, успешно дебютировав в операции «Буря в пустыне». Strike Eagle совершили преступление на земле Югославии, чтобы затем вновь вернуться в Персидский залив. На этот раз F-15E стал основной силой авиации. Благодаря солидной боевой нагрузке и современному прицельному оборудованию F-15E мог находить и уничтожать самые сложные цели. Идея создания универсального ударного самолета была актуальна не только за рубежом. Еще в середине 80-х годов в ОКБ имени Сухого начались работы над созданием новой ударной машины четвертого поколения на базе истребителя Су-27. Проект под шифром Т-10Б был впоследствии реализован как фронтовой бомбардировщик Су-34. В связи с известными политико-экономическими переменами, произошедшие в нашем Отечестве, серийное производство Су-34 началось всего несколько лет назад. В настоящее время новые бомбардировщики постепенно сменяют на боевом посту самолеты предыдущего поколения Су-24. Две совершенно разные машины Су-34 и F-15E ориентированы на выполнение одинаковых задач. Какая машина оказалась совершеннее? И вообще, корректно ли сравнивать Су-34 и F-15E? Постараемся ответить на эти вопросы. Многоцелевой высокоманевренный истребитель с непревзойденными летными характеристиками. Су-27 вывел высший пилотаж на новый уровень, открыл недостижимые ранее в авиации режимы полета. Отечественные и зарубежные специалисты признают, что на самолете реализована лучшая на сегодняшний день аэродинамическая схема, благодаря интегральной компоновке и заложенной в конструкцию статической неустойчивости. Истребитель Су-27 получил превосходство в ближнем маневренном бою над любым воздушным противником. Проверенный киллер, одержавший 104 подтвержденные воздушные победы, первый в мире самолет четвертого поколения, который 10 лет до появления Су-27 был бесспорным властителем небес. Всякий, кто рискнул бросить вызов F-15, в тот же миг пополнял список трофеев Игла. Сверхзвуковой бронепалубный крейсер, предназначенный для безумных маловысотных рейдов на позиции противника. Мощная ударная машина на базе истребителя специализируется на уничтожении сильно защищенных целей ночью и днем, в самый плотный туман и яростную грозу, в условиях мощных радиоэлектронных помех и эшелонированной противовоздушной обороны. Су-34 объединил в себе опыт боевого применения ударных машин в локальных конфликтах. Впервые в истории авиации кабина фронтового бомбардировщика выполнена в виде прочной бронекапсулы. Экипаж и важнейшие агрегаты самолета прикрыты титановой броней толщиной до 17 мм. Несмотря на сомнения ряда специалистов в целесообразности подобной защиты, на современном самолете пуля пулемета ДШК пробивает 20 мм броневой стали с дистанции 500 метров. Снаряды 23-мм автоматической зенитки рвут в клочья такую броню на дистанции километр, а у поражающих факторов боевых частей зенитных ракет
не стоит даже упоминать. Несмотря на все эти сомнения, бронезащита надежно защищает самолет от шальной пули из стрелкового оружия, что повышает выживаемость машины в маловысотных полетах над вражеской территорией. Уникальной особенностью Су-34 стало наличие второй РЛС для обзора задней полусферы. Система вовремя предупредит экипаж об угрозе и, если потребуется, ответит залпом управляемых ракет на попытку вражеского истребителя ударить Сухому в спину. Сильные турбулентные вихри и резкие порывы ветра вблизи Земли не смогут помешать экипажу выполнить боевую задачу. Чуткая электроника Су-34 определит нарастание нагрузок, и на помощь летчикам придет переднее горизонтальное оперение самолета. Система автоматически демпфирует вредные аэродинамические явления. Фирменным знаком Су-34 стала двухместная кабина, в которой летчик и штурман не дышат в затылок друг другу, а сидят плечом к плечу. Такое решение улучшает эргономику рабочих мест и упрощает взаимодействие между членами экипажа. Кабина Сухого оборудована всем необходимым для дальних рейдов. На борту имеется санузел и мини-кухня с микроволновой печью. В кабине достаточно пространства для отдыха. Один из членов экипажа может вздремнуть прямо на полу между кресел. Умная электроника самостоятельно ведет самолет к цели. Пилоты утолили голод и с комфортом расположились в теплой просторной кабине, в комфортабельных катапультных креслах К-36ДМ. Несмотря на извительные замечания по поводу необходимости таких удобств на борту фронтового бомбардировщика, боевой вылет которого длится от силы 2-3 часа. Что плохого в том, что конструкторам удалось обеспечить столь беспрецедентные меры для удобства работы экипажа? Если бы наоборот, пилоты сидели в узкой, тесной кабине, начались разговоры о том, что инженеры совсем не уделяют внимания эргономике. А что же вооружение? Чем обрадует российский фронтовой бомбардировщик вероятного противника? 8 тонн боевой нагрузки на 12 узлах внешней подвески. Встроенная авиационная пушка калибра 30 мм. Широкая номенклатура вооружения. Свободно падающие бомбы и блоки неуправляемых ракет. Комплекс высокоточного оружия на основе корректируемых авиабомб и ракет класса воздух-поверхность, различных по массе и назначению. Кроме ударного вооружения, самолет может нести на внешних узлах контейнера радиоэлектронной борьбы, подвесные топливные баки, контейнеры малогабаритных грузов и авиационное вооружение для ведения воздушного боя. В целом аналогичное истребителю Су-27, например, 8 ракет средней дальности РВВ-АЕ. Несмотря на короткий срок эксплуатации, Су-34 уже довелось принять участие в реальном боевом конфликте. Во время войны трех восьмерок Су-34 ВВС России применялся для ведения радиоэлектронной борьбы над грузинскими позициями. В ходе одного из боевых вылетов он уничтожил противорадарной ракетой Х-31П ключевую радиолокационную станцию, тем самым парализовав грузинскую систему ПВО. Также мы знаем о широком применении Су-34 на территории Сирии. В период начала 2016 года российские ВВС провели ряд беспрецедентных боевых вылетов. Strike Eagle во многом неоднозначная машина, часто обозначаемая как многоцелевой истребитель. Это заблуждение. По факту F-15E – мощный ударный самолет, ориентированный на уничтожение наземных целей. Если называть вещи своими именами, то F-15E является фронтовым тактическим бомбардировщиком. Тактический бомбардировщик F-15E способен применять самый широкий в мире спектр боеприпасов класса воздух-поверхность, среди которых управляемые и неуправляемые бомбой массой до 500 фунтов, 2270 кг. Линейка боеприпасов JDAM. Комплект
на основе GPS, превращающий любую свободно падающую бомбу в высокоточное оружие. 3 вида кассетных боеприпасов CBU. Управляемые ракеты AGM-65 Maverick и тяжелые AGM-130 и AGM-158. Противокорабельные ракеты «Гарпун». Противорадиолокационные ракеты HARM. Тактическое ядерное оружие. Бомбы Б-61 с 8 типами боевых частей различной мощности для уничтожения высокозащищенных целей, на всякий случай. Экипаж из 2 человек. Возможность выполнять полет на сверхмалой высоте в режиме следования рельефу местности. Радиолокационная станция, оптимизированная для обнаружения наземных целей. 10 400 кг подвесных элементов. Бомбы, топливные баки, прицельно-навигационные комплексы. Именно с этих позиций нужно смотреть на самолет. И, наконец, опыт применения F-15E не оставляет никаких сомнений. Перед нами бомбардировщик, маскирующийся под истребитель. Только зимой 1991 года в Ираке тогда еще 24 экспериментальных F-15E совершили 2142 боевых вылета. Какую работу выполняли Strike Eagle в Ираке? Занимались поиском и уничтожением важных наземных целей, ракетных позиций скадов, командных пунктов, автоколонн, зенитно-ракетных комплексов, случайно уцелевших после оглушительного удара томагавками. Сила Strike Eagle в его подвесных контейнерах. В первую очередь в прицельно-навигационной системе Lane-Tiern. Low Altitude Navigation and Targeting Infrared for Night. Усиливающий свет звезд в 25 тысяч раз. В техническом плане система состоит из 2 электронных блоков, навигационного и прицельного, данные из которых проецируются на индикатор лобового стекла кабины. Масса каждого контейнера в пределах 200 кг. Навигационный содержит тепловизор и радар для снижения за рельефом местности, прицельный дополнительный тепловизор с высоким разрешением, лазерный дальномер и датчики сопровождения цели. Все это позволяет Strike Eagle совершать скоростные броски на сверхмалой высоте 30-70 метров в зависимости от рельефа, обнаруживать и уничтожать точечные цели в любое время суток и при любых погодных условиях. Lane-Tiern является непременным атрибутом большинства самолетов ВВС США, действующих в локальных конфликтах. Помимо F-15E, с этим комплексом оснащены последние модификации F-16. Но у Strike Eagle имеются некоторые уникальные особенности. Например, радиолокационная станция APG-70 с высокой разрешающей способностью при обнаружении наземных объектов. На дальности 300 км разрешение составляет 38 метров. Этого достаточно, чтобы заметить изгиб русла реки или контрастное здание в зоне городской застройки. С дистанции 30 км разрешение радара Strike Eagle улучшается до 2,5 метров. Становится видна любая точечная цель. Другой особенностью APG-70 стала возможность картографирования подстилающей местности. При этом картинка сохраняет достаточное качество даже при маневрировании с многократной перегрузкой. Прошло 20 лет, и APG-70 с щелевой антенной решеткой окончательно устарел. В настоящее время ведется замена старого радара на перспективный APG-82. Strike Eagle — единственные в мире тактические бомбардировщики, оснащенные РЛС с активной фазированной антенной решеткой. Представители ВВС США подчеркивают, что F-15E создавался специально для действий в условиях сильной ПВО противника, а в случае ухудшения обстановки
способен самостоятельно постоять за себя в воздушном бою. Изменения специализации самолета мало коснулись его истребительных качеств. Strike Eagle по-прежнему способен нести и применять ракеты класса воздух-воздух малой и средней дальности, в том числе АИМ-120, любимая ракета истребителей типа F-15. Обычно на международных учениях представители зарубежных ВВС просят не использовать это оружие, иначе воздушный бой заканчивается, так и не успев начаться. Сохранились и летные характеристики истребителя для завоевания превосходства в воздухе. Скороподъемность Strike Eagle достигает 250 метров в секунду, а максимальная скорость без подвесок превышает 2,5 скорости звука – 2650 км в час. Разумеется, это имеет мало отношения к выполнению его основной работы. На предельно малой высоте, увешанный гроздями бомб, Strike Eagle, как и Су-34, летает на околозвуковых скоростях. Высокие боевые характеристики и универсальность Strike Eagle снискали ему определенную популярность на международном рынке вооружения. Помимо ВВС США, дорогой и сложный Strike Eagle ограниченно эксплуатирует Израиль, Саудовская Аравия и город-государство Сингапур. Еще одним оператором F-15E является Южная Корея. В 2002 году, несмотря на участие таких корифеев, как Eurofighter Typhoon и Dassault Rafale, а также российский Су-35, тендер на поставку 40 боевых самолетов все-таки выиграл Strike Eagle, корейская модификация F-15K. Хорошо заметно, что топовую модификацию тактического бомбардировщика заказывают только самые богатые союзники США. Маленькие европейские страны НАТО предпочитают закупать относительно дешевые F-16. Натовской авиации чаще всего приходится действовать в локальных конфликтах, где нет мощной ПВО. Авиация противника уничтожена на аэродромах. При использовании подвесных контейнеров с прицельно-навигационным оборудованием разница между F-15E и F-16 Block 60 в таких условиях не принципиальна, а F-16 стоит в половину дешевле. Хотя какой разговор об экономии уместен, если только комплект контейнеров One Tyran стоит $5 миллионов. Российский фронтовой бомбардировщик создан в результате глобального переосмысления истребителя Су-27. Несмотря на кажущуюся внешнюю схожесть, любой элемент конструкции Су-34 представляет собой совершенно новую деталь. Бронекабина, шасси, бортовая радиоэлектроника. Изменилось буквально все. Появилось переднее горизонтальное оперение. Но исчезли подфюзеляжные гребни и регулируемые воздухозаборники двигателей. При создании перспективного бомбардировщика Су-34 были учтены результаты последних локальных конфликтов. В результате появился мощный и сбалансированный ударный самолет. Американский F-15E – удачный экспромт на основе серийного истребителя. Точнее, его двухместная модификация F-15D. На самолете подверглись изменению только ключевые элементы – его авионика и вооружение. Strike Eagle поражает своими высокими технологиями. Радар, SAFAR, всеракурсная станция постановки активных помех. Конформные топливные баки, выполненные в виде обтекаемых накладок на боковые поверхности самолета. Каждая машина сильна по-своему. Единственное убедительное преимущество Strike Eagle – его огромный боевой опыт. Но несмотря на все долгие рассуждения, истина очевидна. Оказавшись на месте летчика, любой из нас предпочел бы бронированную кабину Су-34. Понравилось? Подпишись на канал и следи за обновлениями. Искусство войны.